Приветствую всех на канале Артефактум. Тема сегодняшнего видео – бог Сет в египетской мифологии. Как из бога-защитника и воинской доблести Сет стал богом хаоса, войны, разрушений и, наконец, олицетворением высшего зла. Давайте разбираться. Древнеегипетского бога Сета считали владыкой пустыни. Он был олицетворением войны, ярости и хаоса, а со временем этот мифический персонаж стал ассоциироваться со вселенскими силами зла. Он был рожден богиней Нут, олицетворяющей небесный свод, а его отцом был Геб, воплощающий землю. Способ рождения был весьма оригинальным, вполне в духе египетского мифотворчества. Он выскочил из бока матери. Согласно календарю древних египтян, дата рождения Сета пришлась на третий предновогодний день, считающийся очень неблагоприятным для любых дел. Местом его рождения, по одной из версий, считается Ливийская пустыня в районе оазиса Фаюм, что юго-западнее современного Каира. Бог Сет является родным братом Исиды, Осириса и Нефтиды. Последняя считалась богиней рождения и смерти и была одной из жен нашего героя. Помимо Нефтиды, у Сета были и другие жены. Таурт, покровительница беременных женщин, Анат, дева-воительница, связанная с охотой и военным делом, Иштар, богиня плотских утех и деторождения. К слову, в греческой мифологии мы знаем ее под именем Астарта. Древние греки тоже почитали ее как богиню любви и власти. Будучи олицетворением войны и хаоса, Сет изображался с пылающими красными очами, чаще всего с ослиной головой, но иногда она могла быть крокодильей, змеиной или самца гиппопотама. Иногда его образ мог быть смешанным, наполовину ослиным, наполовину свинья. Единого мнения насчет того, какое именно животное в полной мере отображало его образ, не существует. В древнеегипетском письме даже имелся иероглиф «Зверь Сета», значение которого было свирепый, дикий, зловещий. Известен миф, в котором повествуется о том, как Сет в обличии черной свиньи плюнул в лицо Хору или Гору, что послужило поводом считать этих животных нечистыми, омерзительными для богов. Свинья и осел вообще считаются главными животными Сета. Его небесным прообразом считается планета Меркурий. Основными оттенками – рыже-красные. Красный цвет вообще ассоциировался со смертью, поскольку красной землей именовали безжизненные просторы пустыни, в то время как черный цвет для древних египтян означал плодородные почвы у Нила. Юг является подвластной Сету стороной света. Мифотворчество Египта повествует нам о том, что бог Сет стал первым убийцей. Он посмел пролить кровь, причем его жертвой стал Осирис, родной брат. Легенды о его братоубийстве, о том, как Исида искала потом своего супруга, и о ее сыне Горе, главном сопернике Сета, самые известные и изученные в египетской мифологии. Миф рассказывает, как Сет, позавидовав Осирису, коварно убил его. Мертвое тело он сбросил в Нил, а сам занял место брата. Но сын Осириса и Исиды Гор задумал отомстить и вернуть себе трон отца. Их противостояние длилось 80 лет. В одной из битв Сету удалось вырвать у Гора глаз, который стал впоследствии знаменитым амулетом Уаджет. В свою очередь Гор лишил Сета его мужской сущности, кастрировав своего противника. Как гласит легенда, отнятую во время битвы ногу Сета забросили в небо, и там ее приковали к небесным опорам золотой цепью. А охранником стала гиппопотам Хесамут, грозное проявление богини Исиды. После своей победы над Сетом Гор основал священный город Эдфу, в котором построен храм в его честь. Будет неправильно не отметить, что бог ярости и грома отнюдь не всегда был злым и ужасным. Долгое время его культ почитали, заслуженно считая отважным защитником солнца Ра. Его главной функцией как божества было противостояние один на один с врагом Ра, великим змеем Апопом, жаждущим поработить Ра и увлечь его в мрачные омуты подземного Нила. Таким образом, довольно длительное время бог Сет почитался как символ мужества и воинской доблести. Это был бог-защитник. В период фараонов Сет олицетворялся с царским господством, а его имя громко звучало наряду с Гором. В те далекие времена ему соответствовал эпитет «могучий», а имена правителей были созвучны божественному – Сети I, Сети II, Сетнахт и так далее.
В отдельных городах существовали святилища, посвященные отважному богу. Но параллельно тому, как разрастался и завоевывал народную любовь культ Осириса, которого из зависти убил его собственный брат, Сет все больше впадал в немилость. В 17 веке до нашей эры Египет попал под гнет гиксосов. Тирания длилась 100 лет. Завоеватели ввели культ Сета и усиленно чтили его. Таким образом, в этот период данный культ возродили, и он пережил время расцвета. Его почитали как бога-властелина, бога-царя. После избавления от столетнего гнета египтяне еще больше возненавидели Сета, а спустя время его образ и вовсе демонизировали. Мы можем наблюдать, как из могущественного защитника Солнца-Ра он стал ассоциироваться со злобным божеством, несущим только смерть и разрушение. В мифологических письменах он изображается исключительно как предводитель демонических сил. Из защитника он превратился во врага Солнца-Ра. Его даже стали отождествлять со змеем Апопом. В конце концов, его образ был демонизирован настолько, что все его заслуги и доблесть напрочь забыли. С концом Древнего Царства Сет ассоциируется исключительно с войной, хаосом, разрухой и смертью. Безжалостный бог пустыни, бог завоевателей, вырубивший священные деревья и убивший любимую кошку богини Бастет. В общем, от Сета были одни беды. Произошло полное превращение в бога-разрушителя, культ Гора полностью вытеснил Сета. Кстати, для древнегреческой мифологии образ Сета послужил прообразом ужасного великана, древнего гиганта Тифона, праотца целой плеяды ужасных монстров в греческой мифологии. Надеюсь, вам было интересно это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.